Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня у нас будет очень красивый видеообзор из 4 стильных модных моделей, подобранных мной на просторах интернета. Мы рассмотрим их конструктивные особенности, схемы и подбор пряжи. К 2 из этих моделей я буду рисовать схемы сама, и 2 модели я нашла уже с готовыми схемами. Все они меня заинтересовали, у каждого свои особенности красивые. И давайте подробно более о первом. Первая модель – это джемпер с цельновязанными рукавами и красивой верхней ажурной частью. Причем рукава у нас тоже плавно переходят с узором ажур. Красивый, простой узор, абсолютно незамысловато вяжется, схема просто простейшая. И, в общем-то, именно за красоту, за то, что просто быстро свяжется, элегантность, я его и оценила и решила вам сегодня, девочки, продемонстрировать его более подробно. Давайте сейчас посмотрим с вами, как полистаем, приблизим узор, потом схема, выкройка. Смотрите, вот так у нас выглядит узор. Смотрите, совершенно простые ромбы ажурные, да, совершенно простые. Шов у нас идет, как у всех цельновязанных моделей. Дело в том, что здесь вяжется отдельно у нас спинка перед, и, в общем-то, все это потом в процессе сшивается. Обратите внимание на вот такой маленький кокетливый боковой вырез с 2 сторон. Спинка перед вяжется по одной выкройке, то есть они вообще совершенно идентичны. Планка у нас нижняя связана платочной вязкой. Основная часть изделия связана лицевой гладью. И ажурный узор у нас, девочки, только с вами по верхней части и рукавам. То есть вот такая небольшая кокетка идет. И основная лицевая гладь, вы видите, основополагающий для данной модели. У нас вырез лодочкой, обратите внимание, то есть по прямой, просто прорезь вывязывается. Вот. И, в общем-то, вот я вам показываю конструктивные особенности. Можно рекомендовать данную красоту для начинающих мастериц, но у нас есть своя особенность. Здесь надо будет рукавчик вывязывать. И я думаю, что у начинающих мастериц не хватит достаточного опыта для того, чтобы сделать вот эти вот убавки по узору. В общем, вот такая вот красивая модель. Она в разных цветах представлена. То есть выбирайте цвет по своему вкусу, в принципе. Вот есть желтый цвет, да, есть такой шоколадный цвет красивый. Вот я вам показываю, приближаю, смотрите, как красиво это все элегантно смотрится, согласитесь. И тепленький такой, в то же время нарядный, элегантный джемпер с цельновязанными рукавами. Вот такая выкройка, обращаю ваше внимание, подобрала я вот такую выкройку. Если вы новичок, могу вам дать совет, в принципе, опустить вот эту часть, да, то есть здесь вот у нас идут убавочки по скосу рукава, и просто по прямой связать. Но опять-таки вот здесь у вас возникнут, возможно, сложности, но если вы тоже не будете делать вот эти вот закругления, то можно тоже по прямой, то есть дошли до определенной точки, да, и далее подняли петли для рукавов. То есть вот это вот скругление можно проигнорировать для совсем простейшей выкройки. Но опять-таки здесь что нужно учитывать? Обязательно нужно учитывать то, что это будет очень свободный крой, тогда таких нюансов не будет сильно бросаться в глаза эти нюансы. В бежевом цвете, смотрите, тоже как красиво, очень красиво смотрится. Здесь вот, кстати, планка у рукавов хорошо видна, сколько здесь рядов посчитать можно, да. Зубчиков 1, 2, 3, 4, 5.
в общем-то, 10 рядов платочной вязки у рукава, потом обвязка идет. Аккуратный шов по плечу и по рукавам плавно переходит, совершенно не портит изделие, да, то есть здесь тоже мастерство. Красивая очень модель, элегантная, и я вам ее рекомендую взять на заметочку, связать. Можно, конечно, конструктивно немножечко поработать с ней, что-то там видоизменить. Например, не обязательно делать цельновязные рукава, а можно просто со спущенными плечами сделать, отдельно рукавчики связать, отдельно спинку перед. То есть это самый упрощенный вариант, но узор, конечно, хорош. Схема узора, как я уже обещала, перед вами. Смотрите, какой маленький раппорт у нас вот этого ажурного ромбика. У нас условное обозначение, кому интересно. Пустая клеточка – это, в общем, это все лицевая гладь, да? Пустая клеточка – это лицевая петля, наклонная черта, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот эта черта наклонная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, круг накид и треугольник черный – это 3 вместе одной лицевой петлей. Вот таким образом вяжется эта красота. У нас показаны здесь и лицевые, и изнаночные ряды. То есть, смотрите, лицевые ряды мы вяжем по схеме, а изнаночные, как смотрят петли, ну, то есть все изнаночные, в том числе и накиды провязываются. В общем-то, давайте перейдем с вами к следующей модели, модель номер 2. Красивый джемпер связан таким, я бы сказала, теневым узором, то есть здесь у нас сочетание лицевых петель, изнаночных петель, ну, платочной вязки, скажем так, и красиво выделяются эти вот изнаночные петельки на фоне лицевой глади. Красивый узор, геометрический, я бы его так назвала. Вяжется классическим способом, все детали отдельно снизу вверх и затем сшивается, спущенное плечо и довольно-таки так по фигуре сидит. Ну, можно и посвободнее сделать, по желанию. Длина, девочки, также по желанию. Узорчик у нас несложный, незамысловатый, реально для новичков. Для новичков цвет выбираете себе тот, который вам больше всего подходит, тот, который, вот этот цвет брусничный, такой нежный, да, я даже сказала, цвет пыльной розы, очень элегантно смотрится и просто вяжется. Резиночка у нас используется для планок 2 на 2, обращаю внимание, везде, да, по рукавам, по низу изделия и по вырезу горловины. Классика в чистом жанре. Окат не делаем, просто по прямой рукав закрываем. В общем-то, вот так конструктивно. Схему я нарисовала. Вот еще бежевый у нас есть вариант, пропустила. Тоже красиво смотрится. Довольно-таки, да? Симпатичный, очень, очень красивый, симпатичный вязаный джемпер. Так, и смотрим схема. Схема у нас вот это 9 петель, ширина, 12 рядов, высота. Условное обозначение, горизонтальная черта изнаночная, вертикальная – это лицевая петля. И это 2 петли перекрещиваем направо, 2 лицевые. Все, мои хорошие. Здесь показаны и четные, и нечетные ряды. Смотрите, нечетные ряды – это лицевые, четные, изнаночные. Вяжется для поворотного вязания, здесь показано. Так, выкройка классика. Классика со спущенными рукавами. Следующая модель, которую я хотела бы вам показать, номер 3. Модель номер 3 – это джемпер. Тоже спущенное плечо, свободный крой. У него лицевая гладь основной узор. Тоже для начинающих подходит, как и модель номер 2. Очень легко, в основном связано все лицевой гладью. И смотрите, небольшой окатик мы наблюдаем у рукава, совершенно такой импровизированный.
Смотрите, какая еще особенность. Разрезик у нас по переду идет. Я думаю, что сзади тоже такой же можно предусмотреть. К сожалению, спинки у меня нет, только перед. Да? Смотрите, как интересно дизайнер разрезал полотно и зрительно вытянул. То есть для больших размеров очень хорошо подойдет, поскольку зрительно вытягивает силуэт и стройнит фигуру. Обращаю ваше внимание, мне именно такая модель зацепила. Очень симпатично смотрится. И узоры у нас украшают только рукава, собственно говоря. Я составила целых 3 схемы. И сейчас давайте сразу посмотрим эти схемы, полистаем. Сейчас тут у меня вот укрупненный вариант узора. Опять-таки используется совершенно маленький вырез, высота очень маленькая по вырезу. Можно вообще вырез лодочкой использовать. По центру у нас идут 2 лицевые петли, и с 2 сторон зеркально симметрично идет изнаночные 2 петли. Изнаночная справа, изнаночная слева. Вот такое у нас идет деление полотна на 2 части. Узор по рукавам идет интересный. И еще у нас по нижней планке узор. Сейчас будем смотреть. Вот так вот смотрится в полный рост изделия вместе. Я вот так объединила картинку. Смотрите, девочки, вот это у нас узор центральный. Всего, скажем так, 2 ряда. Вот я показала. Первый ряд мы вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И второй ряд у нас как смотрят петли. Он будет изнаночным. Следующий узор. 8 петель. Это узор, который у нас идет по рукавам. Здесь у меня и четные, нечетные, то есть лицевые, изнаночные ряды показаны. Условное обозначение, собственно, те же самые, что и всегда мы применяем. Горизонтальная черта – это изнаночная, вертикальная – это лицевая. Это узор рукавов, еще раз подчеркну, 8 петель, 8 рядов. И планка. Планочка у нас вяжется, тоже здесь я показала 2 ряда всего. То есть у нас идет сочетание лицевых петель и узора путанки. Лицевые петельки идут и узор путанка. 5 лицевых и узор путанка. Давайте я вам покажу сейчас, укрупню планочку, чтобы было понятно, о чем идет речь. Смотрите, девочки, вот этот красивенький. Видите? У нас 5 лицевых и узор путанка. Опять 5 лицевых, узор путанка. Вот так. Это очень красиво смотрится. Узор путанка у нас по рукаву тоже идет. И здесь еще применяются изнаночные петельки, как рубчик такой идет, рельефный. Здорово придумано. Итак, следующая модель, которая у нас будет, номер 4. Следующая модель у нас с вами, это у нас жакет. Жакет с совершенно простым тоже узором. Обратите внимание, вот что-то такое пересекающееся с первыми моделями, да, тоже вот такой вот узор, очень простой для начинающих наших вязальщиц, мастериц. Такой вот я вам покажу схему, вы прям удивитесь. Здесь у нас в основном идет на фоне изнаночной глади выделяются такие лицевые полоски в шахматном порядке располагающиеся. Это кардиган с цельновязанной планочкой, есть выкройка и немного так присборен у нас рукавчик. Вот смотрите, выкройка и схема. Здесь рукав с окатом применяется, то есть здесь все-таки опыт понадобится вязания. Опять-таки обращаю ваше внимание, спинка как у нас не вывязывается, вырез горловины не вывязывается. И схема. Схемочка показан здесь, вот снежинка-снежинка, это раппорт узора. Видите, да?
Вот такой вот в шахматном порядочке. И вот здесь вот тоже подчеркивается раппорт. 8 рядов. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Вот такой вот совершенно простенький у нас идет узорчик. Изнаночная гладь, пустой квадратик – это изнаночная петля. Здесь показаны и изнаночные ряды, и лицевые ряды показаны. Обращаю ваше внимание. Так, давайте еще там фотографии есть другие. Вот здесь рукавчик. Ну, тот человек, который не хочет себе вот такую присборенность, может просто это сделать обычный рукав с окатом. Ну, просто кому-то, возможно, такая модель очень понравится, и он порадуется, да? Смотрите, видите, у нас какой воротничок как идет. Здесь широкая такая идет планка. Вот все волосами закрыто. Ну вот конструктивно видно здесь, да, как вывязывается эта цельновязанная планочка. Ну, в общем, девочки, конструкцию вы можете, собственно, по-своему сделать. Вот дизайнер вот так приводит нам выкройку. И здесь вот такой вот как бы планка, которая плавно переходит сзади, вот здесь шов делается. То есть вы вяжете зеркально-симметричные вот эти части по полочка, левая полочка, правая, да, и вот здесь сзади это сшивается. За счет этого вот так у нас сдвигается модель, видите, плечо вот так вот оно как бы получается вот таким вот образом устроенное. Вы можете сделать свою конструкцию, это просто как дизайнерская идея. Здесь можно не придерживаться ее до таких тонкостей, пожалуйста. А вот узор можно воспользоваться, взять на заметочку, быстро свяжется, красиво, необычно, затейливо, я бы так сказала, выглядит данная моделька. Ну все, мои дорогие, надеюсь, что сегодняшняя подборочка вам оказалась полезна, и вы с удовольствием что-то возьмете себе на заметку и свяжете. До новых встреч!